Привет всем, добро пожаловать на канал Воронга. Здесь мы создаем игры, обозреваем их и играем в них. Как вы могли заметить, в последнее время в сообществе Godot произошло значительное изменение. Многие разработчики, которые раньше с удовольствием пользовались Godot, теперь обсуждают возможность перехода на другие движки. Причиной этого стали некоторые спорные решения менеджеров Godot, которые не всем пришлись по душе. Многочисленные обсуждения, несогласие и даже баны вызвали серьезное недовольство, и часть сообщества начала задумываться о смене движка на такие популярные платформы, как Unity, Unreal и другие. Однако, если вы все же любите Godot и его возможности, есть альтернативы, основанные на самом движке. Это так называемые форки или ответвления от Godot, созданные для тех, кто хочет оставаться верным этому движку, но не согласен с нововведениями. Один из таких форков — это Redot. Этот движок был создан специально в знак протеста против внедрения политики в сообщество разработчиков Godot. По сути, это знакомый всем Godot, но с красной цветовой схемой и палитрой. Также у этого движка доброжелательное и отзывчивое комьюнити, что подтверждает один из наших давних знакомых с нашего Discord сервера. Так что подключайтесь, приходите, мы там обсуждаем много чего интересного. На данный момент Redot набирает популярность среди тех, кто ищет спокойное сообщество без политических вмешательств. Но это не единственная альтернатива. На горизонте появляется еще один перспективный форк, это Blazium. В отличие от Redot, разработчики Blazium стремятся к более серьезным и глубоким изменениям в движке, чтобы предложить сообществу что-то действительно уникальное. Сообщество Blazium настолько организовано, что они даже создали специальную доску обновлений, где можно следить за их новыми идеями и разработками. В отличие от Redot, Blazium еще не вышел, конечно же, поскольку разработчики хотят сделать что-то большее, чем просто перекрасить Godot. Они работают над функциональными улучшениями и обещают революционные изменения, которые, по их словам, способны расширить возможности движка на совершенно новый уровень. И у меня такой к вам вопрос: а стоит ли вообще переходить на какой-то либо другой движок, если у нас есть форки и не нужно переучиваться?